I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste it. Dzień dobry wszystkim. Сегодня мы наконец-таки получили перевод от Тумыча. Еще получили карту банковую. А сейчас мы идем немножко погулять на детской площадке. Посмотрите, как красиво. А вот там вот стоят поезда. Тут уже, видите, поезд, тут вокзал. А там вот сверху едут трамвайчики, город. А мы вот пришли на детскую площадку. Бесшумные поезды Польши — это нечто. Здесь они бесшумные и очень быстрые, кстати. Ну и внутри они очень красивые и удобные. Видите, Яся у нас катается. Опа! Ой-ой! Опа! Как я рассказала, на улице я уже получила документы, перевод, банковскую карту. Здесь банковская карта приходит, просто ее ложат тебе в ящик. Она идет с инструкцией. Вот так вот на листе здесь все расписано, вся инструкция, вся информация. Договор тебе дают, когда ты ее оформляешь, в первый же день в папочке. А перевод выдают, вот она у меня была вот так вот запечатана. Я открыла этот конверт. У меня папочка осталась, подписано, что перевод, и здесь весь перевод. Еще плюс есть ксерокопия оригинала. То есть вот так вот приходят документы. Сегодня у нас ровно 6 месяцев, как мы приехали в Польшу. Это полгода жизни в Польше. Поэтому я бы очень сильно хотела сегодня поговорить и вообще вспомнить о том, как прошли наши первые сутки и наши первые дни в Польше. Потому что это был просто незабываемый опыт. И надеюсь, кто-то оттуда возьмет какую-то интересную информацию, кому-то что-то пригодится. Поэтому поехали. Мы выехали из Калининграда, получается, под вечер. Автобус был где-то в 8 часов вечера. Мы сели на него, пока прошли границы, пока прошли все. И через 5 часов мы были уже в Польше. Мы приехали в Гданьск, нас высадили, но тут нас ждало кое-что неожиданное, потому что поезд из Гданьска в Познань, он уже уехал. Ехать через Варшаву можно было, но с пересадками, и это было очень-очень долго. Поэтому ближайший поезд, который был, он был на 5 часов утра. Поэтому мы решили, что мы просто дождемся следующий прямой поезд в 5 часов утра и поедем, конечно же, на этом поезде. Мы были очень уставшие, у нас было очень много вещей, мы толком ничего не ели целый день, потому что утром мы были еще в Питере, сдавали нашу квартиру, потом сели на самолет, прилетели в Калининград. Конечно же, это была очень сложная дорога, поэтому мы целый день ничего, конечно же, толком не поели, кроме каких-то фастфуда или что-то такого. Было тяжело, но весело. Так вот, мы приехали, получается, и там нас ждало кое-что неожиданное. Поезда вот не было, и главный дворец главный, то есть это вокзал, здание вокзала, оно находилось, к сожалению, на ремонте. Была такая маленькая пристройка только, в которой люди ожидали своего поезда.
Конечно же, это было немного, как бы сказать, странно даже. Но, в общем, вокзал был на ремонте, и нам пришлось выкручиваться из этой ситуации, так как, конечно же, у нас не было такого большого бюджета, чтобы пойти и снять себе какой-то хостел, потому что в Гданьске хостелы довольно дорого стоят за ночь, там около 300 злотых, поэтому мы не рассматривали вариант, чтобы снять какое-то место в хостеле. Мы сразу же решили действовать и решили, конечно же, остаться просто на вокзале ночью. Очень хорошо, что для Яси у нас была подушка и плед. Она легла на наши сумки и спала всю ночь. Мы с Антоном просто сидели и охраняли вещи по очереди, потому что в зале, конечно же, с нами были только приезжие. Там были белорусы, украинцы, россияне, ну, только приезжие. Там не было поляков. Поляки потянулись именно к 5 утра, когда уже поезда начали ходить. Тогда пришли поляки и другие иностранцы, которые тоже на утренние поезда. Ночь на вокзале, конечно, была веселой, нам пришлось не спать, мы всю ночь сторожили свои вещи, сторожили Ясю, которая крепко спала. Конечно, мы купили билеты. Когда время уже подходило к 5 часам утра, нам надо было искать свой поезд, который идет до Познани. Дело в том, что в Польше железнодорожная система, она устроена не сразу же в билете, не указывается, на какой путь придет, на какой перрон придет ваш поезд. Вам приходится потом это искать все. И вот мы бегали в 5 часов утра, я помню, с этими сумками, искали, где же наш поезд остановится. Но хорошо, что мы нашли, мы встретили еще некоторых людей, которые нам помогли это все сделать. Вот мы сели в поезд, нам выделили отдельное купе для детей. Ну, не купе, а знаете, такое отдельное место, там 6 кресел, там зарядное устройство, все как полагается в Польше, в общем. Мы ехали вот на детских местах. Там уже Антон поспал, Яся поспала, а я нет. Я просто сидела, смотрела в окно, и мне было так интересно все. Это переизбыток эмоций, и, конечно же, я не могла просто спать в такой ситуации. Потом мы уже приехали в Познань, вызвали такси, прочитали, как в интернете вызвать такси, поехали в заранее забронированный хостел. Он находился прямо в центре, поэтому доехали мы быстро. Зашли, зарегистрировались, но там нас ждала еще одна проблема, очень веселая. В общем, мы приехали в Познань где-то уже в 10 утра. Мы были возле хостела. А время нашего заезда было в 3 часа дня, поэтому нам до 3 нужно было что-то делать. Конечно же, на ресепшене нам люди пошли на уступки и разрешили переодеться в такой хозяйской комнате, в общем, у них оставить одежду, свои сумки все. Поэтому мы оставили все сумки, переоделись с дороги и пошли на улицу искать сим-карту. Мы пошли в поисках сим-карты по магазинам в центре Познани. Нашли наконец-таки сим-карту, купили ее, но потом там было еще смешнее, мы долго не могли зарегистрироваться, долго не понимали, что нам делать, поэтому это было очень смешно и очень странно, даже вспоминать такое очень весело. Мы ходили по улице, получается, до 3, ходили просто, думали, что же нам делать с этой сим-картой. Когда мы ее остановили, время стало 3 часа дня, мы пришли в хостел, перенесли свои вещи в комнату. Я вам сейчас ее покажу. Она была очень маленькой, там было только 2 кровати, но на первое время это был очень классный вариант. Это было незабываемо, и это были наши первые впечатления, первые эмоции. После того, как мы 3 дня прожили в этом хостеле, мы решили сменить его, потому что бронь наша заканчивалась, и решили переехать в другое место. В букинге он был на скидке, этот вариант. Мы сняли, в общем, дом. В этом доме было 2 этажа и 4 таких мини-квартиры. Там прям заходишь, получается, поднимаешься, открываешь дверь, и полноценная такая мини-квартира вот в таком доме гостевом.
Это было тоже незабываемо, потому что мы в таком частном секторе немножко жили, недалеко от центра. Все было в доступности, любой транспорт, все так же, как в городе. Мы жили очень-очень близко. Мы съездили, погуляли в парк Цитадель в Польше в это время, пока жили в хостеле. Мы безумно искали квартиру, поэтому мы ездили по всем частям города в поисках квартиры. Это было очень-очень весело. Мы впервые сходили в Польшу в магазин, закупились на 100 с чем-то злотых. Мы купили понемножку все попробовать. Мы начали готовить на этой маленькой кухне. И прожили мы там тоже 5 дней. Было очень-очень весело, и нам очень понравилось. По прошествию 4-го дня, потому что дом мы заказывали на 5 дней, по прошествию 4-го дня мы уже понимаем, что мы не успеваем найти квартиру, нам нужно что-то делать. И тут неожиданно поступает нам звонок. Нас пригласили посмотреть одну квартиру. Мы ее очень долго не могли найти. Мы приехали на сайте, который нам дал властитель квартиры. Он нам дал адрес. Мы, получается, приехали по этому адресу, а не можем найти дом. Там был указан, допустим, 15-й номер дома, но его нету на этой улице 15-го дома. Мы стояли, думали, что же нам делать, думали, над нами пошутили. Дом, который был на этой улице, в общем, люди стояли на балконе, и мы у них спросили. Мужчина-поляк вышел к нам. Знаете, языкового барьера никто не чувствовал. Почему-то мы очень прям понимали друг друга, хотя говорили на 2 непонятных языках. Мы пытались говорить по-польски, как могли, но нас понимали. Это было очень весело и здорово. И, в общем, этот мужчина-поляк из дома вышел, попросил номер властителя, позвонил ему, и они вместе начали обсуждать, где же находится этот дом. В общем, он быстро его нашел. Оказалось, что властитель нашей квартиры перепутал дом и написал нам не тот адрес. И вот мы нашли этот дом, подождали хозяина, он приехал, мы с ним поговорили, обсудили все, сошлись во мнениях, и он нам отдал ключи сразу же. Мы обо всем договорились, и он, в общем, ушел, а мы поехали обратно в хостел ночевать, забирать вещи. На следующее утро мы уже вернулись с вещами в нашу квартиру, которую мы сняли накануне. И, оставив вещи, мы поехали по магазинам покупать одеяло, подушки, какую-то необходимую первую посуду, какие-то тряпочки, губочки, все для уборки, потому что прежде чем заехать в квартиру, конечно же, нужно здесь было прибраться. Поэтому мы все это купили, все сделали за 1 день, и на следующее утро мы уже были свободны и пошли спокойно относить документы на учебу, регистрироваться там, брать расписание. И, в общем, первые дни это очень и очень много эмоций, очень много переживаний, нужно на самом деле очень много терпения, чтобы все это пройти, потому что когда ты приезжаешь в другую страну, ты особо не знаешь языка. Мы могли все прочитать, могли все понять, но единственное, мы не могли говорить, а все остальное было очень даже хорошо. И когда вот мы приехали, это резко такая эмоциональная нагрузка на тебя, моральная. Получается, тебе страшно, что у тебя все не получится, ты переживаешь, в то же время тебе очень весело и радостно, и ты просто не можешь взгляд оторвать от мест, которые тебя окружают. Желаю каждому испытать такие эмоции. Это было очень и очень круто. И, конечно же, такое не забывается, это остается в памяти на всю жизнь. Спасибо всем за то, что смотрите наш канал, за то, что поддерживаете. Bardzo dziękuję wszystkim за то, что смотрите, за то, что поддерживаете, за то, что комментируете, за то, что помогаете нам вашими советами, вашей информацией, которую вы мне пишете в комментариях. Это очень и очень здорово. Спасибо за эту отзывчивость. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставьте лайки,
Всем пока-пока. До widzenia.